Кроме этнических китайцев, в Китае проживает еще 55 малых народностей, включая монголов, уйгуров и даже русских. Однако одной из самых многочисленных народностей являются хмонги. Их больше 10 миллионов человек. И вся их история – это вечная борьба с центром за право самоидентичности. Однако у нас про них мало кто вообще знает. Я преодолел 2000 километров из Шанхая и добрался в провинцию Гуйчжоу, чтобы разобраться, через что хмонгам пришлось пройти и как сейчас устроена их жизнь в современном Китае. Хмонгам. Провинция Гуйчжоу до недавнего времени считалась одной из самых бедных и отсталых провинций Китая. И проблема в том, что у этой провинции нет выхода к морю, и поэтому здесь всегда всю историю была очень слабо развита торговля. И плюс ко всему здесь очень много гор, поэтому здесь всегда была затруднена логистика, и поэтому здесь практически нет производств. Но нет худа без добра. Эта экономическая отсталость, она позволила сохранить первозданность местной природы, которая очень живописна, и быт местных жителей. Но всекитайский прогресс несется и сюда семимильными шагами, и здесь строятся какие-то просто умопомрачительные суперпроекты. Там самый длинный мост в мире, и сеть скоростных железных дорог, и автотрассы, и все-все-все. И, конечно же, сейчас здесь все очень быстро строится и развивается, поэтому нужно успеть показать вам этот быт хмонгов. Чтобы не путаться дальше по тексту, я сообщаю, что хмонги в Китае называются мяо. То есть хмонг – это самоназвание этого народа, а мяо – это китайское обозначение. Первое письменное историческое упоминание о хмонгах датируется аж 2700 годом до нашей эры, то есть это очень древний народ. Изначально хмонги заселяли территорию южнее реки Янцзы и вели оседлый земледельческий образ жизни. Основная часть хмонгов проживала на равнинных территориях. Однако, с началом экспансии на юг ханьцев из бассейна реки Хуанхэ или Желтой реки, хмонги стали вытесняться все дальше на юг. В поисках спасения они уходили в труднодоступные горные районы. Таким образом, хмонги не только спасались физически, но и сохранили свою культурную и этническую идентичность. На протяжении всей истории Китая хмонги считались варварским народом. Их неоднократно пытались ассимилировать, оккультурить и навязать китайский образ жизни и мышления. Многие из тех, кто остался на равнинах и не смог уйти в горы, со временем растворились в китайском этносе. Но те, кто спасался в горах на протяжении сотен тысяч лет, сумели сохранить свою самобытность. Здесь не стоит винить китайцев в том, что они якобы были злобными и стремились всех ассимилировать. Это был естественный исторический процесс, характерный для всех крупных цивилизаций. Сегодня ситуация принципиально иная. Хмонги или мяо признаны одним из выдающихся национальных меньшинств Китая. Их культура активно поддерживается на государственном уровне. Для справки, с момента основания Китайской Народной Республики в 1949 году численность хмонгов в Китае увеличилась примерно в 4 раза, с 2,5 до 10 миллионов человек. Большинство из них сегодня проживают в провинции Гуйчжоу, хотя хмонги расселены по всему югу Китая, а также за его пределами в Лаосе, Таиланде, США и Австралии. Я должен еще сказать, что в Гуйчжоу я приехал не один, нас тут целая группа, и люди приехали сюда не то чтобы попутешествовать, а у нас есть миссия. Джон из Лос-Анджелеса, он прилетел из Америки, чтобы поучаствовать в этом проекте. Это Куми, она из Токио, и она отчаянная барабанщица. Здесь еще десяток ребят, и сегодня наша миссия – это культурно внедриться в выступления местных барабанщиков хмонгских. То есть это будут международные барабанщики и местные хмонгские барабанщики. Будем барабанить вместе, а я все это буду для вас записывать. Там в задней части автобуса, видите, эти коробки – это барабаны. И мы сейчас едем по горному серпантину уже 2 часа в одну очень глухую деревню, где мы будем с местными горными хмонгами бить в эти барабаны. И это будет интересный культурный феномен вообще. И заодно мы посмотрим жизнь самых настоящих горных хмонгов вдали от цивилизации.
Мы тут занимались сейчас и выгрузкой этих барабанов. Их здесь, вы посмотрите, штук, наверное, 40. То есть это будет большое барабанное приключение сейчас. А здесь женщина Хмонг, она уже готовится к выступлению. Делает себе прическу в своем традиционном стиле. Деревни Хмонгов. И сегодня мы здесь проведем целый день. Все облазим и посмотрим, что здесь вообще происходит. Мы найдем и доставим вам спецоборудование для вашего производства напрямую от китайских производителей. Мы уже поставляем конвейерные системы для аэропортов России, складское оборудование для Wildberries и Озон, пищевое оборудование для Морозко и Мираторг, сталелитейку, машины для горной добычи. По факту найдем все, что нужно. Мы с Китаем уже давно. И мы настоящие. Астротрейдинг! Кидайте ваш запрос по спецоборудованию мне в телеграм-канал, ссылка в описании. А мы продолжаем. Так, а здесь уже начинается растобарабаны. А есть такой деревенский магазин у хмонгов. Давайте посмотрим, что они здесь продают и покупают, соответственно. В общем, как обычный китайский магаз, разные напитки, там макароны быстрого приготовления. Такой деревенский магазин, рис, яйца. Дидан, шидоша тена. Бамао ига. Яйца, значит, 10 рублей за штуку. В соседнем отделении продаются воки, такие огромные воки. В общем, сегодня тоже будем кушать. Здесь вы посмотрите, это главные ворота в деревне. Пошла женщина с серпом к себе в деревню, домой. Очень красивые ворота. Что здесь написано, давайте разберемся. Ну, прям красота. Наиболее жесткие гонения на хмонгов происходили при последних столетиях имперского Китая, при маньчжурской династии Цин. Именно в этот период, когда Китай окончательно укрепился как централизованная империя, а маньчжурские и монгольские всадники держали в страхе обширные территории, хмонгам, жившим на юге, пришлось особенно тяжело. Цинская администрация стремилась к полной ассимиляции всех народов под маньчжурский порядок. Это касалось даже таких деталей, как прически и одежда. Хмонги, будучи свободолюбивым народом с многовековой традицией независимой жизни в горах, со своей шаманской религией, уникальной кухней и праздниками, не могли принять такие требования. В результате хмонги снова были вынуждены бежать все глубже в горы, а часть из них и вовсе покинула пределы империи, переселившись в соседние страны, в том числе во Вьетнам и Лаос. Сегодня во Вьетнаме проживают около полумиллиона хмонгов. В Лаосе их меньше, но именно там разворачивалась одна из самых трагических и малоизвестных страниц из истории этого народа. Во время Вьетнамской войны хмонги фактически сотрудничали с ЦРУ США. Об этой истории я расскажу чуть позже. Такой деревенский быт, очень много домов устроено вот так вот, что здесь лесенки разные, прям такие лабиринты, знаете. Там у кого-то вок стоит, ботинки сушатся. Здесь еще что-то они там, чеснок что ли сушат? Что такое? Да, чеснок, судя по всему. Здесь уже приготовили сцену для нашего барабанного выступления. Повесили там фотографии, музыку, ну вообще по красоте. Давайте посмотрим, что там готовится у нас. Значит, участники нашего представления. Вот это я здесь. Меня даже повесили. А это Сильвия, Сильвоня. Айо. Да, Сильвия, к сожалению, не смогла в этот раз поехать, потому что у нее работа в понедельник, поэтому я сегодня без нее, ну, как-нибудь справлюсь, я думаю. Походим по этой деревеньке и посмотрим, как вообще здесь проходит жизнь у местных людей. То есть я еще раз скажу, что это не что-то там супер туристическое, а обычная деревня хмонгов где-то в провинции
Гуйчжоу высоко-высоко в горах. Ну, не то, что прям очень высоко, но далеко. Вот здесь женщина сидит. Здравствуйте. У хмонгов, конечно же, свой язык, и что они говорят, я не понимаю вообще. Он хоть и сино-тибетский вроде бы, но он не китайский. Он очень сильно отличается от путунхуа, от китайского, поэтому я не понимаю вообще ничего. И что интересно, у них до недавнего времени отсутствовала письменность. То есть это очень древний народ, который сохранил свою языковую культуру, но у них не было письменности до недавнего времени. И вот лет 50 назад китайцы им помогли сделать письменность. Такая еще история присутствует. Это знаете, что такое? Это родословные. Если кто смотрел мой ролик про платье, который только что вышел на канале, то там также присутствует родословная клана Тун. А здесь другой клан. И, видимо, вот это самый первый, это родоначальник рода. И, соответственно, вот так они ведут свою родословную. И все знают свои фамилии. Да, то есть это не люди, это фамилии. То есть это целые семьи здесь указаны. Это род, а не семья. Ну, большая семья, если можно сказать. Конечно же, здесь очень все живописно, просто с ума сойти. Такие лестники старинные. И никого нет, знаете, ходите тут. Там женщина за работой. Можно пойти с ними пообщаться. Да, деревня-то устроена так, что она находится на склоне горы, поэтому ты постоянно идешь или вверх, или вниз. И с непривычки это тоже чуть-чуть тяжело, на самом деле. Женщина стирает, я думаю, не знаю, я смогу здесь пройти или не смогу. Вот видишь, я Гочи. Я шел и потерялся, зашел вообще в какой-то курятник, что ли, не пойму. Какие-то здесь вообще, в этой деревне, лабиринты устроены так, что непонятно вообще ничего, куда идти. И ни указателей, и ничего. То есть это точно не для туристов здесь все. Как здесь местные как-то вот построили как могли. Так все и есть. И ступеньки еще скользкие, поэтому нужно еще внимательно тут топать. Но вообще здесь, конечно, очень впечатляющая атмосфера. Эти дома, они на самом деле довольно-таки большие. Около, наверное, 5 метров. И здесь еще новый дом строится. Вот они. Давайте посмотрим, как происходит стройка у хмонгов. Если вот строится абсолютно новый дом, то есть это фундамент, он бетонный, и он стоит на крыше другого дома. Потом есть такие балки, крыша, соответственно, сразу ставится. И, видимо, это обшивается либо досками, либо чем. Это может быть, кстати, кирпичом, ну не знаю. Вообще дома здесь деревянные. Как-то вот так вот происходит. А вот там вот женщина понесла какой-то мешок. Чем-то ей тяжело, наверное, идти. Ниха. Что-то сказала, я так и не понял, что она сказала. Говорит, что вниз типа пошла. Вот такая маленькая бабулька тащит такой большой мешок. Я уж не буду ей впрягаться помогать. У них своя жизнь здесь идет. Так, а здесь еще какое-то собрание. Так, какой-то серпом и что-то ругаются вообще. О. Так, вы что здесь ругаетесь-то? Слушай, я попал на какой-то скандал, по-моему. По-моему, я пошел дальше. Попал на какой-то скандал хмонгский.
Пойду дальше. А вот здесь пёсель. Не, ну вид, конечно, здесь очень красивый. Если так выйти куда-нибудь на открытое место, то так жить в горах, и все соседи, все плюс-минус какие-то родственники. Там на окнах вы посмотрите, какая резьба, просто красота. Улицы носятся по всей деревне, то есть они на свободном выпасе. Ух, скользко. Да, здесь еще один вид открывается. Вот такая деревенька. Вот когда ты ходишь промеж этих домиков, все выглядит довольно мрачно и сыро как-то, и грязновато. Но когда открывается такая перспектива, прям очень красиво. Это все как будто такая эльфийская какая-то деревенька здесь. Но вблизи не так уж все и опрятно, как оказывается. Пока я спускаюсь вниз к своим барабанщикам, я расскажу еще чуть-чуть об истории этого народа. Приглашаю всех на свой авторский тур по провинции Чжэцзян, одной из самых красочных и развитых провинций Китая. На 10 дней мы углубимся в историю и культуру Китая в очень насыщенной поездке. Начнем с небоскребов и улочек Шанхая. Потом погуляем по бамбуковому лесу Ванзи. Посетим чайные плантации и рисовые террасы в Юнхэ. Сплаваем на скалистый остров Дачэн, чтобы поесть морепродуктов. И погуляем по историческому центру Шаосиня, колыбели китайского образования. И еще много всего интересного. Это будет память на всю жизнь о Китае. Мое личное сопровождение и истории обязательно. За подробностями пишите мне в Telegram. Ссылка в описании. А мы продолжаем. Гражданская война в Китае также не обошла стороной хмонгов. Несмотря на то, что они жили далеко от политических центров и в целом от цивилизации. Но тем не менее, движения и конфликты охватили всю страну, и хмонги оказались втянутыми в этот процесс. Часть из них сражались на стороне Чан Кайши и Гоминдана, а другая часть за Мао Цзэдуна и коммунистов. После победы коммунистов, те хмонги, кто поддерживал Чана Кайши, оказались в опасности. Многие были репрессированы, а другие были вынуждены бежать из страны. Основные направления их эмиграции – юг, в сторону Вьетнама, Лаоса и частично Таиланда. В Лаосе их ждала еще одна драматическая глава истории. В 60-х годах 20 века, когда США начали военное вмешательство во Вьетнаме, ЦРУ привлекло хмонгов в Лаосе к борьбе с лаосскими коммунистами. Хмонги фактически стали локальным ополчением, выполнявшим задачи для американской разведки. Однако, после поражения Южного Вьетнама и прихода коммунистов к власти в Лаосе, хмонги оказались в крайне уязвимом положении. Против них были организованы этнические чистки. Многие хмонги были вынуждены бежать дальше в Таиланд, а затем в США и в Австралию. Тем не менее, тех, кто покинул Китай, было не более 2%. Подавляющее большинство хмонгов осталось в пределах Китая, преимущественно в 3 провинциях – Гуйчжоу, Юнань и Сычуань. Также хмонги расселены по другим южным регионам страны. Сегодня они живут вполне благополучно, активно развивают свою культуру и пользуются поддержкой со стороны китайского государства. Ниха! 我来自俄罗斯。我来自中国，我在中国12年。我在中国上海。哦，你是在中国？你是中国人对不对？对。啊，好。你就是住在这个村里对不对？对。哦。我就是想问一下，在这个村里有多少人2000多。 2000多对吧？ 对，2000多人。哎，对的。Ну, местные говорят, что в этой деревне живет около 2000 человек. Удивительно, удивительно. Я походил здесь и никого не видел. Может быть, они все обедают или на работе, либо готовятся к нашему выступлению. Все может быть. В этой деревне даже приезжал, вы посмотрите. Цзэн Цзимин. Это бывший китайский госсекретарь.
Вот так вот. Непростая тут деревенька все-таки. Приезжал сюда даже сам китайский император лет 20 назад. Ходишь так по этой деревне, смотришь и смотришь, но под ноги не всегда это получается делать, и поэтому эти вот лепехи здесь, короче, конкретно я вляпался в лепеху буйвола. Блин, так сочно еще вошел. Кошмар. Еще одна стройка идет. Ну вообще, вы посмотрите, какие тут дома. Раз, два, три, четыре. Четырехэтажный дом себе строит. Нормальный парень. Молодец. Может быть, ну, это, конечно, может быть и наемный, но все равно тут четырехэтажные дома в этой деревне. Прям пушка. Перерыв на ТикТок. Иха. Еще один очень интересный факт, который все же стоит отметить, хотя я к нему уже привык. Мы приехали в эту горную деревеньку, вдали вообще от всего. Ехали 2 часа по серпантину. В горы тут такая глухомань, что можно просто с ума сойти. Но при этом всем работает 5G. Это просто пушка. Куда бы ты ни приехал, в Китае везде работает 5G. Офигеть. Куры здесь вообще свободно просто по лесу бегают. Может, поймать пойти черную курицу? Здесь еще одна из местных достопримечательностей этой деревни. Это такие огромные 2, я не очень разбираюсь, это, по-моему, эвкалипт. Или, ну, в общем, какое-то хвойное, очень здоровенное дерево. Просто мощный ствол, вы посмотрите. Конечно же, есть местная хмонская легенда, что в этой деревне раньше жили 2 сестры. И когда они повзрослели, и пришла пора выходить замуж, они не могли себе найти мужа, потому что они были очень страшные. И они поклялись, если так они не выйдут замуж, то они превратятся в деревья и будут охранять эту деревню. В общем, 2 дерева здесь стоит, с тех пор охраняют эту деревню. Но деревья, в общем-то, не такие страшные, скорее очень даже красивые и стройные. Сеси. Вы знаете, я замечаю кое-что, что я общаюсь с местными селянами, и они по своему позиционированию себя, ну как-то по ощущениям, они сильно отличаются от китайцев тем, что они как-то более открытые, что ли, они более самодостаточные какие-то. Ну, приехал иностранец, ну, ходит здесь с камерой, ну и что? Пофигу вообще, и там и не шарахаются от меня, и все окей вообще. Я много ездил по китайским деревням, и обычно это какой-то шок сразу, какой-то «Ой, отстань». А здесь какой-то прям чувствуется, что обращаются к тебе на равных. В китайских, ну, то есть в традиционных китайских деревнях я такое не всегда могу заметить, а скорее даже и не могу. Это меня немного здесь удивляет. В приятную сторону причем. Кстати, еще в нашей группе барабанщиков сегодня внучка женщины, которая делала письменность для хмонгов в 60-е годы. Пойдемте с ней пообщаемся. Yeah. She went to I don't know the English name of the university, Zhongyang Mindaxue, and her major was Miao language. And after the graduation, she was sent to this province, Guizhou province, and started to help Miao to create the writing script. Yeah.
So it was back to 60s. Мальчик, значит, мне помогает мне переводить, потому что они по-китайски не говорят. Я говорю мальчику, и мальчик мне помогает переводить. Вот такая здесь история еще с коммуникацией. Вовсю готовится выступление наших барабанщиков. Это будет круговое выступление, то есть все сядут в круг и будут друг другу барабанить. Идет настройка инструмента. And what is going on here? We are setting up the drum circle, and each drum comes with a different pitch. So this could be a facilitated drum. So I'm tuning it up so that. Yeah. John, you came from Los Angeles all the way along to here, and how do you feel now? I feel sweaty. It's hot today, and we've been moving a lot of drums, but I feel great to be here. I'm excited. We met the master drummer, and he was a very kind man and showed his beautiful instruments. And it seems like he's excited to be here too. So I'm thrilled to be here with all my friends, and let's do it. Let's do it. Yeah, let's do it. Все барабаны, которые приготовлены, это барабаны из вне Китая. То есть здесь есть и африканские барабаны, там, да, и латиноамериканские, и американские. И история в том, что сейчас принесут еще китайские местные барабаны, и будем вместе барабанить. Здесь в деревеньке есть еще небольшой ресторанчик для посетителей. Сейчас посмотрим, чем здесь кормят в деревне. Рис всему голова. Рис всему голова. Потом у нас здесь яйца с травой. Это у нас здесь свинина с луком, битые огурцы. Потом еще это у нас свинина тоже, наверное, в кислом соусе, в кисло-остром соусе. Здесь повторяется. Здесь рыба в кисло-остром супе и тофу, который мы будем опускать потом вот сюда. В общем, все простенько, но сейчас оценим этот вкус. Подается такая мисочка, где перец чили, лук, и потом этот суп, вот этот бульон мы будем добавлять сюда. И это будет как соус для и без того острых блюд. Давайте сначала оценим рыбку эту. Она огромная, вы посмотрите, да? О, сейчас посмотрим, какая она на вкус, рыбешка. Очень нежная, острая и кисленькая чуть-чуть. Очень вкусно. То есть этот бульон, он еще добавляется вот такой вот соус, и потом можно, например, взять кусочек свининки и вот так здесь его прополоскать для остроты, для ощущений. Не то чтобы прям очень остро, но прям очень пряно. 这个是不是印子？这个是不是印子？这是真的，是真的印子。我的妈呀！И вы представляете, что это у нее все серебро, это у нее серебряное украшение, но может быть и посеребренное. Ну, в общем, такой у нее и утошейник, она там сейчас его расстегивает. Она сейчас мне его хочет одеть. Он тяжелый вообще, очень сам тяжелый. А тут у девочки еще такого ошейника нету. Но, видимо, она подрастет и тоже ей сделает такой ошейник. В общем, это национальные такие костюмы у женщин здесь. Сейчас мы пойдем с ними вместе барабанить. Шляпа красивая, но проблема в том, что там у него
лысина торчит почему-то. Как-то так у него устроена шляпа. После обеда все с полными желудками, полны сил. И сейчас у нас будет здесь именно проходить фьюжн. То есть сели женщины хмонги. И также мы вместе со всеми с ребятами здесь будем барабанить барабаны. Пока это звучит довольно по-какофонически как-то, но я думаю, что мы поднастроимся и как-то это будет более-менее. Все спешат на праздник. Сегодня у нас собралось человек, ну, под 100, наверное, хмонги. И мы заезжие барабанщики. Сейчас будем вместе здесь барабанить. Уже стоит шумгам. Выглядит все это, конечно, очень впечатляюще. Хмонские барабанщики, у них, конечно, стиль. У них все на стиле, у них все слажено. Мощь. Это он барабанит для танцев. То есть на сцене сейчас они танцуют хмонги, мужчины и девушки в своих головных уборах. В общем, межкультурный фьюжн происходит так. Вокруг сидят хмонги и вперемешку там с нашими ребятами, и Джон из Америки, и Куми из Японии. Они более опытные в этом деле, и они тут заводят ритм. То есть учат какому-то простому ритму, чтобы все вместе это барабанили. То есть это своего рода какой-то общий язык, на котором просто говорить и просто друг друга понимать. Это получается, она уже вышла полностью со сцены, да, и смотрите, весь круг, тут человек 100, они начали в унисон тут барабанить. Неугомонные барабанщики здесь барабанят уже около часа, и знаете, мне на что это начинает напоминать, когда люди собираются в круг, и есть человек, который их что-то наставляет делать, петь или стучать. Это немножечко мне отдает секстанством каким-то, если честно. Еще чуть-чуть, может быть, и начать читать какую-то проповедь, и все, это же можно записываться куда-нибудь в клуб и отдавать деньги учителю. Но здесь не про это. Здесь не про это.
И Джон, и Куми, и другие ребята, которые приехали этим заниматься, они специально говорят, что они не учителя, они не преподаватели, они называют это фасилитатор, то есть как бы человек, который помогает это организовать. Убираем, значит, мы барабаны, потому что мероприятие уже закончилось, но остался один вопрос. Что это за ошейники такие у женщин хмонгов, которые сделаны из чистого серебра? Откуда столько серебра и зачем они их вообще носят? Я думаю, что это вопрос нужно еще прояснить. Ну, такое для себя удовольствие, я скажу, ездить по горной дороге в компании запрещенных барабанщиков, которые безудержно здесь барабанят. Ну, вроде бы уже перестали. В деревне мы сегодня уже ели, давайте посмотрим, что едят в городе, чем кормят приезжих туристов в роскошном хмонском ресторане. Что вообще такое-то хмонская кухня высшего порядка. Идем смотреть. Декорации, конечно же, мощнейшие. Пойдемте посмотрим, что там подают. Да, кстати, и на входе вы посмотрите, это голова, то есть череп буйвола. Все по традициям хмонгов, потому что буйвол у них это священное животное. Конечно же, здесь еще представления, наверное, будут местные. О, вот и кухня. Здесь сразу можно заказывать блюда, в общем. Причем их много, просто ты ходишь и так вот выбираешь с картинок, заказываешь. Просто коридоры разных блюд. Идет готовка по полной программе. Еще бассейн для рыб, где указан ценник там за полкило какие-то. В общем, какая-то рыба там или какие-то морепродукты, в общем. Но я думаю, что рыба. Очень красиво сделано вообще, просто такой бассейн. И мы поднимаемся в нашу комнату на второй этаж. Сейчас будем обедать. Наша персональная комната, где есть даже стол для маджонга и дворик, где можно пойти и потанцевать, например. Учитель Ли, он фотограф, и всю свою жизнь он занимается тем, что фотографирует хмонгов, поэтому он очень хорошо знает их быт, и сейчас я у него спрошу об ожерельях этих из серебра. Серебряные украшения у хмонских женщин – это без привлечения их культурный код. Они сразу отличают хмонгов от других народов региона. Ценится именно чистое серебро, и чем больше у женщины украшений, подвесок и массивных ожерелий, тем выше ее статус и статус всей ее семьи.
Такие украшения хмонги надевают на праздники, Новый год, свадьбы, дни рождения и на мероприятия вроде того, на котором мы сегодня с вами побывали. Некоторые ожерелья стоят по 40, а то и по 50 тысяч долларов. Это, по сути, богатство всей семьи, которое передается по наследству из поколения в поколение. У незамужней девушки, как правило, есть особая серебряная шапочка и украшения на голове. После замужества она передает их своей дочери, а сама надевает ожерелья в виде ошейников или тяжелые цепи, которые мы сегодня видели в деревне. С одной стороны, это демонстрация достатка, а с другой это способ выразить свою этническую и культурную принадлежность. Узоры на этих ожерельях также могут отличать людей из разных родов и кланов. Это гордость хмонского народа. Туристы часто увлекаются такими нарядами, берут на прокат костюмы и фотографируются в них. Но, конечно, то, что используется для фото, чаще всего просто бижутерия. Потому что настоящие реликвии из чистого серебра хранятся в семьях и надеваются только по очень особым случаям. В современном Китае хмонги всячески эксплуатируют свою культурную идентичность. В 2023 году в Гуйчжоу приехало более 300 миллионов туристов. И, конечно же, 99,9% это китайцы из других провинций, которым просто интересно и посмотреть, и прикольно там это поодеваться в их национальные одежды, и поесть там и местной кухни, и поучаствовать в местных традициях. Конечно же, есть и обратная сторона у такого огромного потока туристов, потому что все местные, они подстраиваются под приезжих туристов и всячески выказывают свою уникальность, и это уже превращается в некий экзотический цирк, что ли. И, конечно же, может быть, это и сохраняет их культуру там и традиции, но, возможно, это все делается сегодня все больше и больше именно на показ, для того, чтобы заработать с местных туристов. Но так или иначе, культурная традиция, она живет. Язык хмонгов в Китае, он жив, хотя в школах детям нужно учиться обязательно на пекинском диалекте, то есть на путунхуа. Это обязательно по всему Китаю вообще. Здесь нет никаких исключений ни для монголов, ни для уйгуров, ни в том числе для хмонгов. И поэтому молодежь все меньше и меньше, конечно же, говорит на хмонгском своем языке, а старшее поколение может вообще даже не говорить по-китайски, им это и не нужно было до недавнего времени, а теперь уже поздно учить. Вау! Amazing. That is amazing. Так, крутите барабан. Давайте посмотрим, что нам сегодня подают в ресторане хмонгов. Значит, это лямпи, это рисовая лапша в остро-кислом соусе. Здесь я не представляю, что это такое, я буду это пробовать. Я это вижу впервые. Какие-то шарики с соусом. Здесь это похоже на тайский пад-тай, то есть это жареная лапша с яйцом и мясом. 这个是什么东西呢？我猜是мацы. А, это значит такие пирожки из риса и внутри там еще кунжут. Здесь еще свинина с перчиком. Здесь еще тоже свинина, видимо, тушеная. Здесь еще такой блин, курочка, в общем. Да, кстати, и водка китайская, местная, гуйчжоуская, но мы не пьем, как всегда. Что там еще несут и несут, но я хочу попробовать этот пирожок. Мне почему-то кажется, что это не рисовый пирожок. Это тофу. Tofu. Тофу, но это тофу. Оно такое хрустящее снаружи и мягкое внутри. А пельмени это местные, конечно, тоже нужно обязательно заценить. Они такие прям большие здесь. Я макну их так в соус. Я сейчас попробую хмонские пельмени. Оп. Вот так поймал я его. Хмонский пельмень.
Там мясо и трава какая-то. Ой. Нормально. She'll be driving 6 white horses, she'll be driving 6 white horses, she'll be driving 6 white horses when she comes. Ребята, здесь, это знаете что? Это хмонские драники. Это реально они блинчики из картошки, такие оладушки. В общем, драники, да, даже это и называется. Перчик макаем и картошку там. Пюре. Очень вкусно. А здесь еще яичница с чаем. То есть это там листья чая, да? Яичница с чаем. Яичница с чаем. Ну, на вкус как яичница просто с травой какой-то. Вкус чая я не считаю. Посмотрите, это же хмонские чипсы. Хмонские чипсы. Давайте пробовать. Ну, чипсы как чипсы. Нормально. Ну, на такой ноте, я думаю, что самое время сказать и вам аригато, сессия и спасибо. И до новых встреч. Пока.